Аэропорт был наполнен ропотом и вспышками камер, когда Чингук внезапно замедлил шаги. Издалека фанаты подумали, что он просто поправляет маску, но его рука слегка дрожала. Через несколько секунд он споткнулся, колени подогнулись под ним. По терминалу раздались вздохи, телефоны опустились, и волнение сменилось паникой. Никто не ожидал, что золотой Макне так внезапно рухнет. И в тот самый момент хаос превратился в отчаянную гонку, чтобы помочь ему. Прежде чем кто-либо еще успел отреагировать, фигура в черной кепке рванула сквозь толпу. Это был Тэхён. Его глаза расширились от страха, как только он увидел, что Чингук упал. «Прочь! Пожалуйста, прочь!» — крикнул он, пробиваясь сквозь ошеломленных прохожих. Он опустился на колени рядом с Чингуком, одна рука поддерживала его спину, другая проверяла пульс. «Куки, эй, посмотри на меня!» — прошептал он дрожащим голосом. Но глаза Чингука были едва открыты, его дыхание было поверхностным. Охрана подбежала, формируя барьер, пока фанаты начинали плакать и паниковать. Некоторые выкрикивали имя Чингука, надеясь, что он услышит их дрожащие голоса. Тэхён продолжал мягко похлопывать его по щеке, не позволяя ему потерять сознание. Его сердце билось быстрее, чем хаос вокруг. «Ты слышишь меня, да? Оставайся со мной», — отчаянно умолял он. Но тело Чингука казалось пугающе слабым в его руках. Бригада медиков аэропорта прибыла через несколько мгновений, но Тэхён отказался отойти в сторону. Он оставался прямо рядом с Чингуком, крепко сжимая его холодную руку. «Скажите мне, что с ним происходит?» — потребовал он дрогнувшим голосом. Медик быстро проверил жизненные показатели Чингука, срочно кивнув. «Он истощен. Сильная усталость. Нам нужно немедленно дать ему кислород». Тэхён дрожаще выдохнул, облегчение смешалось с ужасом. Они подняли Чингука на носилки, но он слабо цеплялся за рукав Тэхёна. «Куки, я здесь», — успокаивал Тэхён, идя рядом с ним. Фанаты в слезах смотрели, как двое исчезают за дверями службы безопасности. Аэропорт затих, ни ликований, ни криков, только всеобщее беспокойство. Клипы начали распространяться в сети в течение нескольких минут. Миллионы смотрели в шоке. Хэштеги взорвались: «Решетка Стай Стронгункаак», «Будь сильным Чингук» и «Решетка Протицтаюнг», «Защитите Тэхёна». Внутри частной медицинской комнаты Тэхён беспокойно расхаживал. Его руки не переставали дрожать, снова и снова проигрывая ужасающую сцену. Он чувствовал себя виноватым. Он должен был заметить признаки раньше. Чингук работал без остановки неделями, едва спал. «Почему ты не сказал мне, что так устал?» — пробормотал Тэхён. Он тяжело сглотнул, боль сдавила ему грудь. После долгого ожидания медик вышел со спокойным выражением лица. «Не волнуйтесь, он стабилен. Ему просто нужен отдых», — объяснил он. Тэхён почувствовал, как его колени ослабли от облегчения. Но медик добавил: «Он звал ваше имя, прежде чем потерял сознание». Слова поразили Тэхёна, как волна, к которой он не был готов. Без колебаний он бросился внутрь, чтобы увидеть его. Чингук лежал на кровати, тихо дыша через кислородную маску. Тэхён медленно подошел, придвигая стул рядом с ним. Он мягко убрал волосы Чингука со лба. «Ты напугал меня до полусмерти», — прошептал он. Чингук слегка пошевелился, чувствуя знакомое прикосновение. Тэхён держал его за руку, тепло сжимая ее. Через мгновение глаза Чингука распахнулись. Он слабо моргнул, ища голос, который его утешил. «Тэхён», — прошептал он сквозь маску. Тэхён немедленно наклонился ближе, его глаза блестели от слез. «Да, я здесь. Я прямо здесь». Чингук сумел слабо улыбнуться, почувствовав облегчение.
Ты так далеко бежал ради меня?» Слабо спросил Чингук. Тэхён фыркнул, полусмеясь, полуплача. «Конечно. Каким бы я был Хёном, если бы не сделал этого?» Чингук снова закрыл глаза. Слезы собрались в уголках. «Прости, я слишком сильно себя заставлял», – прошептал он. Тэхён мягко покачал головой. «Просто отдыхай сейчас». За пределами комнаты запыхавшийся Чимин прибыл, спеша из другого терминала. «Что случилось? Где он?» – спросил он в панике. Охрана провела его внутрь, и он замер при виде. Лицо Чимина смягчилось, когда он подошел к кровати. «Он выглядит так, будто сражался в войне», – с болью пробормотал Чимин. Тэхён кивнул, все еще потрясенный. Чимин мягко положил руку на руку Чингука. «Ты, идиот, почему ты не сказал нам, что ты истощен?» Тэхён вздохнул. Он хотел закончить все идеально. Чимин глубоко нахмурился, слишком хорошо понимая. Совершенство, его слабость и сила. Вместе они сидели рядом с ним, молча наблюдая. Новостные агентства начали транслировать инцидент по всему миру. ARMY отправили миллионы сообщений поддержки в течение нескольких часов. Слезы, молитвы и любовь лились со всех уголков мира. Тэхён пролистывал их, его сердце было тяжело, но он был благодарен. «Смотри, Куки, ARMY с тобой», – прошептал он. Пальцы Чингука слегка дернулись от звука. Он снова открыл глаза, на этот раз яснее, чем раньше. Чимин наклонился ближе, мягко улыбаясь. «Эй, ты проснулся». Чингук попытался сесть, но Тэхён немедленно остановил его. «Нет, ты лежи. Приказ врача». Чингук вздохнул, но не сопротивлялся, зная, что они правы. Он взглянул на них, чувство вины наполнило его глаза. «Простите за то, что заставил всех волноваться», – тихо сказал Чингук. Тэхён твердо покачал головой. «Не извиняйся». Чимин добавил: «Ты человек, Чингук. Тебе разрешено отдыхать». Но голос Чингука дрожал. «Я не хотел разочаровывать Эрмы». Тэхён крепко схватил его за руку. «Они хотят, чтобы ты был здоров, а не идеален». Установилась тишина, теплая и успокаивающая. Чингук посмотрел в потолок, дрожаще выдыхая. «Но видеть вас обоих здесь заставляет меня чувствовать себя в безопасности», — признался он. Чимин усмехнулся. «Конечно. Ты застрял с нами». Тэхён тихо усмехнулся, вытирая сбежавшую слезу. «Ты правда думал, что я позволю тебе рухнуть в одиночестве?» Сердце Чингука наполнилось теплом от их слов. Он сжал руку Тэхёна со слабой силой. «Спасибо, что так быстро пришел ко мне». Тэхён ответил: «Я пересек бы весь аэропорт ради тебя». Чимин драматично добавил: «Я бы вышиб дверь, если бы понадобилось». Чингук тихо рассмеялся. Этот звук успокоил комнату. Позже вошел врач с успокаивающей улыбкой. «Хорошие новости. Ему просто нужен отдых, гидратация и перерыв». Тэхён и Чимин одновременно вздохнули с облегчением. «Слышишь это?» – подразнил Чимин. «Тебе официально запрещено переутомляться». Чингук тихо застонал. «Это кажется невозможным». Тэхён ухмыльнулся. «Мы об этом позаботимся». Когда наступила ночь, в комнате стало тише. Тэхён приглушил свет, осторожно накрыв Чингука одеялом. Чимин откинулся на стуле, скрестив руки. «Мы остаемся здесь. Ты не проведешь ночь один», — настаивал он. Чингук посмотрел на них мягкими, благодарными глазами. «Спасибо, Хёны». Тэхён наклонился ближе, голос мягкий, но твердый. «В следующий раз, когда почувствуешь себя подавленным,
скажи нам. Не держи это в себе». Чингук медленно кивнул, впитывая каждое слово. Чимин улыбнулся, похлопав его по руке. «Мы команда, помнишь?» Впервые за этот день Чингук почувствовал спокойствие. Окруженный людьми, которым он доверял больше всего, он, наконец, погрузился в мирный сон. На следующее утро солнечный свет проскользнул сквозь жалюзи, согревая тихую комнату. Тэхён все еще бодрствовал, сидел рядом с Чингуком с темными кругами под глазами. Он присматривал за ним всю ночь, отказываясь спать. Чимин проснулся на диване, потягиваясь со стоном. «Он хорошо спал?» — тихо спросил Чимин. Тэхён кивнул. «Да, он, наконец, мирно отдыхает». Чингук медленно открыл глаза. Его зрение приспособилось к теплому свету. Первое, что он увидел, было усталое, но нежное лицо Тэхёна. «Ты не спал?» — слабо спросил Чингук. Тэхён мягко улыбнулся. «Не хотел пропустить, если я тебе понадоблюсь». Чимин рассмеялся. Этот парень превратился в штатного ангела-хранителя. Чингук слегка покраснел, тронутый их преданностью. Когда врач вернулся для осмотра, у Чингука было больше сил. «Он поправляется быстрее, чем ожидалось», — успокаивающе сказал врач. Тэхён выдохнул воздух, который не осознавал, что задерживал. Чингук медленно сел, поддерживаемый Чимином. «Я скоро смогу уйти?» — спросил он с надеждой. «Только если пообещаешь отдыхать», — твердо предупредил врач. После ухода врача Чингук виновато опустил глаза. «Я не хотел доставлять хлопот», — пробормотал он. Тэхён наклонился вперед, слегка постучав его по лбу. «Твой срыв — это не хлопоты, это серьезно». Чимин скрестил руки, добавив: «Ты напугал половину аэропорта». Чингук вздохнул. «Я знаю. Мне жаль». Тэхён смягчился, его голос стал нежным. «Тебе не нужно нести все в одиночку, Куки». Чимин кивнул. «Мы здесь для тебя, даже когда ты пытаешься казаться сильным». Чингук отвернулся. На глазах навернулись слезы. «Я не хочу быть обузой для кого-либо», — прошептал он. Но Тэхён крепко сжал его руку. «Ты никогда не обуза для нас». На мгновение комнату наполнила тишина, мягкая, теплая и исцеляющая. Чингук вытер глаза тыльной стороной руки. «Вы двое, вы действительно что-то невероятное», — сказал он с дрожащей улыбкой. Чимин широко ухмыльнулся. «Конечно. Мы лучшие хёны в мире». Тэхён усмехнулся. «Мы серьезно относимся к своей работе». Чингук слабо рассмеялся, чувствуя утешение. Позже персонал принес еду и воду, настаивая, чтобы он восстановил силы. Чингук делал маленькие глотки, пока Тэхён наблюдал, как обеспокоенный родитель. «Перестань пялиться, Хён», — смущенно пробормотал Чингук. Тэхён ухмыльнулся. «Нет, я слежу, чтобы ты снова не упал в обморок». Чимин чуть не подавился от смеха. Он травмирован, знаешь ли. Чингук закатил глаза, пряча улыбку. По мере того, как проходил день, цвет лица Чингука вернулся, и его энергия улучшилась. Чимин показал ему трендовые посты в сети, наполненные любовью и беспокойством. Чингук читал их стеклянными глазами, глубоко тронутый. «Они действительно так сильно обо мне беспокоятся», — тихо сказал он. Тэхён кивнул. «Потому что они любят тебя. Так же, как и мы». Чингук сжал губы, тронутый до глубины души. Вошел сотрудник, чтобы объявить о подготовке к отъезду из аэропорта. «Мы избежим толпы и обеспечим частный выход», — объяснили они. Тэхён и Чимин немедленно согласились, защищая его, как всегда. Чингук попытался встать, все еще немного неуверенно. Оба Хёна мгновенно схватили его за руки одновременно. «Я в порядке»,
«Я в порядке», — смущенно настаивал Чингук. Готовясь уйти, Чингук остановился и взглянул на кровать. «Это безумие, как один момент может изменить все», — пробормотал он. Тэхён утешительно положил руку ему на плечо. «Важно то, что ты в безопасности сейчас», — мягко сказал он. Чимин добавил с усмешкой. «И мы тащим тебя домой для полного восстановления». Чингук благодарно улыбнулся. «Мне повезло, что вы у меня есть».